Очень крутой лайфхак для кондиционера. Салон автомобиля будет намного лучше охлаждаться. Погнали! Итак, друзья, прежде чем смотреть этот ролик, этот наш эксперимент большой, я всем советую перейти вот здесь вот по ссылочке и посмотреть, как работает у нас вообще, в принципе, кондиционер нашего автомобиля. Я сейчас не буду лезть в дебри и рассказывать, перейдите в тот ролик очень подробный, но вам нужно понимать, что у нас есть конденсатор, это радиатор, который находится перед основным радиатором автомобиля, и испаритель, который находится у нас в салоне. Здесь у нас газ, который фреон находится в системе, он у нас здесь конденсируется, он горячий, а испаритель, который находится рядом с печкой, там он испаряется, и там газ очень холодный. Смысл в чем? Смотрите, здесь идут в подкапотном пространстве две трубки. Это трубка высокого давления, то есть она у нас горячая, и трубка холодного давления, она у нас холодная, по которой идет холодный газ у нас, скажем так, рядом с печкой, и который вот потом обдувается вот этим вот вентилятором, из-за этого у нас идет холод. Почему-то эти трубки у нас не изолированы, то есть они вот как идут две металлических, так и идут. Горячие нам изолировать, конечно же, не нужно. Нам нужно улучшить процесс, скажем так, конденсации, чтобы она прекрасно конденсировалась, поэтому мы ее не будем изолировать. А вот холодную трубку нужно заизолировать. Почему? Потому что часть холода у нас просто отдается двигателю. Ну, то есть двигатель у нас горячий, они контактируют с холодной трубкой, и двигатель вот этот горячий, он нагревает нашу холодную трубку, и часть холода у нас просто остается в подкапотном пространстве. А нам нужно, чтобы весь наш холод уходил именно вот в печку, вот этот вот наш испаритель, и чтобы обдувался вентилятором. За счет этого удается достичь где-то -2, -3 градуса, ну, то есть на холод. Кондиционер начинает лучше охлаждать салон автомобиля. Давайте это проверять. Итак, хочу вам просто показать, температура может быть не совсем корректно отображается, но вот смотрите, вот это вот горячий контур. Вот видите, палец у меня холодный, а это вот идет горячий контур. Но вот смотрите, он разогревается почти что, ну я не знаю, там до 60 градусов, до 65, ну вот 55 где-то, вот 60, 67. А внизу, вон видите, трубка идет, это холодный контур. Здесь, конечно, показывается там 32 градуса, 33 градуса, ну вот что-то вот такое, да, вот опять же вот эта вот трубка идет. Вот мой палец, видите, вот палец, вот я дотрагиваюсь до трубки, 32, это просто из-за того, что идет горячий воздух от радиатора, но эта трубка намного холоднее. По моим ощущениям, она где-то, ну, градусов 10-11, вот так вот. Это холодный контур, и он у нас, вот смотрите, видите, боковая часть, вот опять же показываю, вот она, видите, она нагревается от двигателя, то есть эта часть у нас холодная идет, а вот эта часть у нас горячая, она нагревается от двигателя. Сейчас мы будем ее изолировать, друзья, чтобы вот этого, скажем так, перепада просто тупо не было. Из-за этого происходят просто огромные потери. Ну, вот двигатель, видите, вот нагретый, там генератор нагретый, и все нагретое. Чтобы эта трубка у нас просто банально не нагревалась. 24 градуса у нас на улице. Будем сейчас проводить замеры нашим тепловизором. Как обычно, у нас кондиционер без рециркуляции воздуха. И воздух у нас направляется вот сюда, вот видите, вперед. То есть замер у нас происходит на скорости троечки. Так, скорость троечка. И вперед воздух вот сюда вот дует. Ну вот смотрите, выходит где-то 7 градусов. 7 градусов, 8 там, 7 градусов, вот так вот где-то. Сейчас мы заизолируем и также проверим, сколько будет, какое охлаждение будет идти у нас из сопел нашего автомобиля. Друзья, что нам понадобится? Вот такой вот теплоизолирующий материал. Это я взял у знакомых кондиционерщиков, но вообще его можно купить, мне кажется, в любом строительном магазине. Именно вот этим вот материалом, это, по-моему, там из Аспан, что ли, идет, они как бы утепляют трубки кондиционера, которые устанавливают в квартирах.
У меня 19 труба. Почему? Потому что холодная труба у меня очень толстая. Ну, по-моему, примерно 19. Вообще, если у вас трубка тоньше, они там есть и шестерки, и девятки, и, по-моему, даже двенашки, если не ошибаюсь. Но вот мне пацаны сказали, возьми 19-ю, она как раз тебе подойдет на твою толстую вот эту вот трубку. Также я взял металлический скотч, который отражает жар. После того, как мы вот этот вот изоспан закрепим стяжечками, вот еще комплект стяжек пластиковых обычных, мы обернем все это вот таким металлическим скотчем, чтобы весь жар от двигателя у нас, ну, как бы не проходил, нашу трубку не нагревал. Я сейчас заизолирую не всю часть, а именно ту часть, которая вот у меня светилась, которая, ну, как бы максимально подвергается разогреву. Ну что, давайте будем начинать. Так, друзья, опять мы на этом месте. И какие у меня сразу первые наблюдения? Слышите, как работает вентилятор? Я практически его не слышу. Первый раз он просто гудел, ну, напрягался. Сейчас он работает тихо. Он, конечно, вращается, но работает намного тише. Это говорит о том, что система у нас работает уже более эффективно. То есть двигатель не нагревает нашу холодную трубку. Ну что, давайте сейчас подключим тепловизор. И тепловизором посмотрим, есть ли какой-то разогрев или нет этого разогрева. Итак, смотрим. Вот опять же у нас наша горячая трубка. Так, вот мой палец видно. Она прям обжигает. Трубка реально где-то градусов 60, 64, вот видите. Так, ну вот и внизу. Внизу наша трубка. Вот видите, фольга. Опять же, вот мой палец. Вот палец. Вот внизу фольга. И смотрите. Холод, холод, холод. Вот двигатель пытается эту фольгу нагреть. Ну вот, видите, температура. Но в основном везде идет у нас холод. Опять же, мы на этом месте. Опять у нас наш тепловизор. Сейчас мы подключим и посмотрим, как это все у нас охлаждается. Опять же, кондиционер без рециркуляции. Ну и давайте поставим так, вперед. Вот, да, вперед. Опять же, троечка. Сейчас будем замерять из сопел. Итак, сел в салон, воздух направлен на меня, друзья. Ну, то есть, вот видите, салон какой разогретый, 24 градуса также у нас на улице. Ну и давайте смотреть из сопел. 4 градуса, было 7-9 градусов. И вот видите, даже температура падает вообще до 1. То есть морозит намного лучше, намного. Ну, прям, я не знаю, 0, 0, друзья. 1, 0 градус, 5 градусов. Он, видите, даже пытается в минус уйти. Ну, вот, пожалуйста, тепловизор не обманешь. Показываю еще раз. Ну вот, давайте, опять теплое место. Здесь 19 градусов. Здесь еще 20 градусов. Здесь это у нас панель. Вот она, 33 градуса. Дисплей 26. Здесь 19. И опять сюда наводим. Вот самое холодное место. 4-5 градусов. Было 7-9. Реально эта тема, друзья, работает. Что по итогу? Смотрите, до нашей термоизоляции температура от кондиционера было где-то 7-9 градусов. После того, как мы изолировали вот эту трубку, то от кондиционера где-то 3, даже 4 градуса стало. То есть это эффективнее, ну, примерно в 2 раза. Причем вентилятор
работает на малых оборотах. Опять же таки, автомобиль напрягается меньше. Все это говорит о том, что, во-первых, экономится топливо, во-вторых, быстрее охлаждается салон, ну и двигатель меньше износится, потому что компрессор кондиционера будет у нас включаться реже. Ну, потому что вы как бы просто быстрее охлаждаете салон. И вообще, если у вас на улице плюс 37-40 градусов, обычный кондиционер уже может не справляться, а вот такая вот система изоляции, ну и добавит вам к охлаждению где-то 3-4 градуса. Это очень круто, друзья. Если понравилось, обязательно ставим лайки, напишите свой комментарий, что вы думаете вот об этой самоделке. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока.